прошлой серии мы начали наше кругосветное путешествие, прилетев из Варшавы на Сицилию, откуда отправились покорять вулкан Этна. После него мы планируем покинуть остров, посетив столицу Италии и добраться до Болоньи, где нас ждет лоукост на Канарские острова. А сейчас возвращаемся на вулкан. Как холодно. Так выглядит утро на Марсе. И вот мы проснулись с Глебом с утра на Этне, погода была шикарная, солнечно, хорошее настроение. На Этне тогда был очень классный восход солнца, было очень красиво, в таких розово-красных тонах. Мы собрали нашу палатку и начали подниматься вверх. Мы встали довольно рано, специально, чтобы быть там первыми. Мы прошли, там была табличка, что без гида вход воспрещен, мы ее оминули, прошли дальше. Мы решили скинуть рюкзаки, спрятать их в застывшей лаве, потому что с рюкзаками было подниматься просто физически нереально. Камни очень острые, они большие, по ним очень тяжело передвигаться, они постоянно катаются. Есть дорога. Фух, я не знаю, где мы в какой-то черной пустыне. Окончательно испортилась погода, вообще не было никакой видимости, и дорожки дальше просто не было видно, все замело. Стало страшно. Вот я начал думать о том, что а вдруг вот что-нибудь с нами произойдет, кто-нибудь что-то себе сделает, помощи там никакой мы бы не дождались. Мы не можем найти путь на вершину, нам осталось буквально 100 метров до вершины, но мы даже уже не уверены, стоит ли оно того, потому что видимость нулевая, не видно тупо ни хера. Поэтому будем считать эту вершину завершенной и собираемся назад. Спускались мы намного быстрее, потому что когда ты находишься в центре апокалипсиса, видишь внизу солнечную долину, ты как можно быстрее хочешь там оказаться. Спустились, пофотографировались и начали искать отступной путь, как нам ехать дальше. Мы наконец-то сошли на землю. Это был самый сложный подъем в моей жизни. Самый холодный и еще много разных нюансов, но было очень круто. Мы остались довольны. Людей было не очень много из-за этой погоды сраной, поэтому мы стали, постояли, попробовали половить стоп, пошел дождь. Ну вот и все, мы спустились вниз. Сейчас пытаемся словить какой-нибудь автостоп, чтобы нас... Глеб, тормози машину резче, чтобы нас кто-то подвез вниз. Мы промокли примерно минут за 7. Стали потом просто под навесом и вообще не понимали, что нам делать, потому что в наших планах было выехать из Катании, выехать вообще с Сицилии в этот день и оказаться уже на материке. Но Сицилия думала иначе. Вернулись в Катанию, нашли дешевый хостел хороший. На следующий день, уже отдохнувшие, классно пахнущие, мы выходим и думаем, сегодня мы точно покидаем Сицилию. Но Сицилия, опять же, считала иначе. После хостела нам нужно было уже выезжать, мы выехали в пригород, нашли хорошую точку, и вот тогда начался наш ужас. Сейчас мы с Глебом пытаемся ловить стоп из Катании в Мессину. Нам нужно проехать всего лишь 100 километров, но уже темнеет, поздно, и люди не хотят останавливаться. Пока что ничего не поймали. Во-первых, плохое место, очень тяжело попасть на трассу. Ну а во-вторых, темно, наверное, поэтому. В общем, посмотрим. Автостоп непредсказуемая штука. Сегодня мы планировали быть уже на материковой Италии, а по итогу на том же самом месте и остались. Погнали. В общем, не получилось у нас уехать.
день мы просрали, и поэтому разбиваем палатку прямо возле автострады. Готовим макарошки и будем пробовать завтра. Спокойной ночи. Всем доброе утро, друзья! Сегодня мне исполнилось 24 года. И забавно то, что уже мое второе день рождения проходит в путешествии автостопом. Ровно 3 или 4 года назад у нас с Глебом была подобная ситуация, и мы тоже праздновали мой день рождения непонятно где, во Франции, на заправке. Вот мы недавно только проснулись, позавтракали. Сейчас будем собирать наш лагерь, вот как вы его видите сзади, и пробовать ловить стоп. Сегодня планируем проехать хотя бы пару сотен километров. Целый день хотим посвятить на автостоп. К сожалению, долго нам не удалось постоять. Приехала полиция и выгнала нас. Теперь приходится искать какое-то новое место. Полиция останавливается, мы уже как бы понимаем, что это за нами, они выходят, говорят: вы что, пацаны, с ума сошли, петляйте отсюда, чтобы мы вас не видели, потому что тут стопить нельзя. Мы такие: окей, уходим. Начали мы уходить, полиция уехала, думаем, ну мы ж не лохи, мы сейчас обойдем и станем просто с другой стороны, будем стопить. И они тоже оказались не лохи, они выехали с другой дороги. Согнали нас второй раз. Мы решили немного обойти, но они вернулись и снова нас согнали. Но третьего раза уже не будет, потому что мы можем проехать с ними и заплатить штраф. Нам пришлось реально сойти и стать на один из выездов на эту трассу, и там вообще не было машин. То есть там можно стоять годами, и тебя никто не подвезет. Движения вообще не было, и одна из 20 машин ехала в нашем направлении. Мы решили рискнуть и снова вернуться на автостраду. Здесь стоят везде камеры, может скоро приехать. Еще один спот. Это уже было 4-е место на одной дороге, и нас все-таки подобрал один дед. Он рассказал, что сицилийцы, они немного другого менталитета, они не очень любят такие движухи и не хотят возить автостопщиков. То, что нас подобрал этот дед, это было прекрасно. Во-первых, это дало нам много заряд силы и энергии, что хотя бы что-то произошло, мы на этой трассе уже почти жили. И подвез нас в очень красивое место. Совет, чтобы мы сели на поезд и не мучились и доехали до города Мессины, с которого у нас была переправа на материковую Италию. В общем, вечером мы были там, взяли этот паром и попрощались с островом. Всем доброе утро. Мы с Глебом сегодня проснулись в таком маленьком портовом рыбацком городке. Наслаждаемся этой классной погодой. Мне кажется, что это место — это какая-то говнобаза, потому что как мы проснулись с утра, местные жители приходят сюда и выгуливают своих собак. Они тем временем срут, сука, везде. Вон там, где мы разложили свою палатку, оказалось вокруг нее куча дерьма. Ладно, где-то что-то точно лежит не свежее. Кстати, по поводу того, что здесь говнобаза, здесь очень много мух. Они тупо окружили всю нашу еду, рюкзаки и Глеба тоже. Правда. Только твой рюкзак. Мы собрали палатку и собираемся в автостоп. Без понятия, сколько мы сегодня проедем, у нас нет никакой конечной цели. Хотелось бы доехать до Рима, доедем ли мы, непонятно.
Куда доедем, тоже непонятно. У нас нет ни каучсерфинга, ничего. Мы даже толком не знаем, как отсюда выйти на трассу. Так что сегодняшний день это полностью рандом, и я надеюсь, нам повезет. Hello. Are you driving north? To this way? I speak English. Okay, 1 second. This way, right? Okay. Can we get in? Okay, thanks. Okay. Thank you. Thank you. Ah, no, chica. Hey. No, it's alright. Seduta. Dai, sit down. Seduta. Остановилась одна женщина с собакой, и она сказала, что тут вообще не очень любят автостопщиков, редко останавливают, и что она нас остановила, чтобы помочь, чтобы подвезти на заправку. Я вот вас подкину до ближайшей заправки и там попробуйте. Мы с радостью прыгнули в машину с хорошим настроением. Оказалось, что на заправке не лучше, потому что на заправке нет машин просто, и там практически никто не ездит, и нам надо было добраться как-то до Рима, и тут опять испортилась погода. Опять начал идти сильнейший дождь. Ну и у нас просто не осталось выбора. Нас довезли до какого-то ближайшего городка, мы там взяли билеты на Фликсбус и поехали в Рим. Сэкономим время, тем же у нас будет больше времени, чтобы посмотреть местные достопримечательности какие-то в Риме и в Болонье. Добрались мы до Рима часов в 5 утра, начали искать, где спать. А где можно спать, по сути, среди каменных джунглей? Везде дома, все ограждено. Ходили, нашли какую-то трассу, где было чуть-чуть какого-то леса. И мы там разложили палатку. И опять же, отлично поспали. Мы спали часов до 12. Я очень круто выспался. Ого, тебе громко. Сегодня планируем погулять по Риму, увидеть как можно больше. Мы на самом деле оба первый раз в Риме и ничего еще тут не видели, поэтому нам очень интересно. И первая остановочка это будет мороженое. Как любитель сладостей подтверждаю, что это топ. Еще вот один. Assim a gente, independente, quebrando corrente, batendo de frente, atravessando fronteira, fazendo carreira na competência, deixando nosso recado no mundo globalizado, estamos conectados, ocupando nosso espaço, sem padrinho nem panela, andando com as próprias pernas, representando a favela e Мы сидим напротив Колизея, пьем лимончелло и отдыхаем. Очень хорошо проводим время. И нет, мы не геи. Да, конечно, путешествовать автостопом весело, но когда нет забронированного хостела, идет дождь, в общем-то, не так уж и прикольно. Спокойной ночи. Увидимся завтра утром, надеюсь, сухие. Доброе утро, страна. Мы проспали всю ночь. Никуда не пошли с самого утра, потому что шел ужасный дождь. Мы просто тупо спали до упора. И дождь, в принципе, продолжает идти, но нам надо идти в Ватикан, потому что папа ждет. У нас с ним аудиенция сегодня. Поэтому сворачиваемся быстро, собираемся и идем. А завтра уже едем в Болонью. Такой план. Не мешало бы еще покупаться где-то сегодня. Да не, зачем? Голова вообще не чешется. У тебя уже дреды сами просто на голове появляются. Было темно, но это, в принципе, не самое худшее место. Людей нет. Даже неплохой вид какой-то открывается. Погода еще и ужасно испортилась, идет очень сильный ливень, просто жесть какая-то, и мы решили, что мы еще немного здесь побудем, идем просто где-то
посидим в интернете. На улице находиться было просто невозможно, капал просто ливень, все разбежались, мы пошли просто в Макдональдс, здесь тусовались там часов, наверное, до 9 вечера, пока нам не ответил один из каучсерфингов. И попали мы к классному детку на каучсерфинге, с которым мы очень интересно пообщались. Он нам вот рассказал много о итальянской культуре, о кухне. Посетил кучу стран, у него только жило около 130 каучсерферов, а сам он практически нигде не жил. Ну, в общем, мы с ним посидели, пообщались, он нам предложил гашиша, мы покупались, попили с ним пиво, легли И спать, и утром мы выдвинулись в Болонью. До Болоньи мы добрались вовремя. Сели на самолет, полетели мы в Барселону, у нас там была пересадка. Вот так намного лучше. Мы прилетели в Барселону, тут тепло, тут не идет дождь, и вообще все клево. Все клево, кроме того, что на контроле я забыл выложить нож, меня его нашли, повели в комнату полиции, начали допрашивать. Ну, конечно, на итальянском, на котором я не говорю. Но по итогу все закончилось хорошо, кроме того, что нож у меня забрали. А на Канарские острова мы полетели, чтобы найти яхтостоп. Но как нам это удалось, вы увидите в следующей серии, так что придется смотреть.